Здравствуйте, дорогие и любимые! Вы на канале Цой Нелли. Я этническая кореянка, живущая в Южной Корее, показываю, как приготовить настоящее корейское блюдо муль-кимчи. Второе корейское название – набак-кимчи. Это не острая освежающая похлебка, либо кимчи в рассоле. Рецепт я взяла у своей подруги, очень вкусно, проверено, соблюдайте пропорции и у вас все получится. Продукты должны быть свежими, хорошего качества, тогда рецептура блюда будет удачной. Все хорошо промываем под струей воды и давайте я расскажу подробнее об ингредиентах. Соль для засолки нужна крупного помола. Здесь нужна корейская добавка сэудёт, маленькие соленые креветки. Если этого нет, не кладите, либо замените на десертную ложку рыбного соуса. Имбирь подойдет как свежеизмельченный, так и сухой. Использую сливовый сироп мещиль, жители Кореи знают какой. Если не найдете, то исключите. Немного добавьте японской груши, можно заменить на яблоко. Обычный свежий чеснок нам понадобится. Немного сахара. Перец красный стручковый и перец зеленый неострый. Количество напишу на видео, и под видео вы найдете точное описание рецепта. Огурцы хрустящие у нас скорее вот такие. Пекинскую капусту несложно найти в любом регионе, я думаю. Также понадобится рис отварной, лук зеленый, редька дайкон, по-корейски называется му, красный молотый перец добавляется для яркости рассола. Соль потребуется для засолки и для соуса. Я просто разделила на 2 тарелки. Немного лука репчатого, вода питьевая и болгарский красный перец, забыла указать, яркое дополнение. Порежьте пекинскую капусту длинными полосками. На самом деле, если вам интересно, такую капусту называют в Корее альбеги пичу. Это небольшой качан весом примерно 500 грамм. Он немного меньше полнотелой капусты, и внутренние листы капусты имеют более пикантный вкус. Именно такой сорт больше всего подходит для муль-кимчи. Если вы не найдете такую, подойдет и обычная пичу. Солите крупной солью на 500 грамм капусты, 80 грамм соли. Если нужно, увеличьте пропорцию 2-3 раза. Налейте немного воды, чтобы лучше просолилось, и оставьте на час. Нарежьте редьку дайкон толщиной 3-4 мм и длиной примерно такой же, как вы нарезали капусту. Некоторые хозяйки нарезают все овощи квадратами, это по желанию. Посолите на 300-400 грамм редьки 10 грамм соли. Добавьте пару ложек воды и перемешайте, оставьте. То же самое сделайте с огурцами. При нарезке огурцов обязательно удалите мягкую часть овоща, посолите, оставьте на полчаса и перемешайте. Красиво порежьте болгарский перец, старайтесь выдерживать одну длину овощей. Зеленый лук также порежьте, если будут у вас луковицы толстые, то еще сделайте надрез вдоль, а потом нарежьте нужной длины. Грушу, чеснок, репчатый лук почистим, удалим хвостики со стручковых перцев и приступим к приготовлению соуса. Возьмите блендер, положите грушу, репчатый лук, красный и зеленый стручковый перец, чеснок, имбирь, соленые креветки, отварной рис, налейте сливовый сироп и воды из общего количества воды по рецепту и измельчите.
Через час капусту я промываю, даю стечь. Можно этого не делать. Огурцы и редис не промывайте, слейте ненужную воду. Через полчаса после засолки овощей перемешайте и оставьте досолиться. Овощи должны стать мягкими. Получившийся соус процеживаем через сито, добавляя остаток воды. В сито добавьте красный молотый перец, немного оставьте, помешивая, он добавит яркости блюду. Убираем сито с крупными остатками перца и овощей. Затем добавляем столовую ложку соли и чайную ложку сахара. Попробуйте соус на вкус, если вам мало соли, добавьте еще, но не забывайте, что печу и другие овощи у вас уже посолены. Укладываем поочередно овощи в контейнер и заливаем рассолом. У вас получится около 5 литров готового блюда. Оставьте на 6-12 часов при комнатной температуре, чтобы овощи быстрее сквасились. Ферментированные продукты сделают блюдо полезным и вкусным. У меня не было одного большого контейнера, поэтому я разделила на два. Это блюдо не готовят на год вперед, максимум 2 недели хранения. Но если есть специальный холодильник для кимчи, то можно хранить месяц. Корейцы говорят, что муль-кимчи способствует жиросжиганию, предотвращает старение и действует как противопростудное средство. Обязательно попробуйте, желаю всем здоровья и долголетия. Спасибо за просмотр.